Привет, дорогие друзья! Если вам нравятся мои обзоры, обязательно подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео. А сегодня мы будем рассматривать замечательный реквизит под названием Zombie Ball. Этот трюк достаточно старый, его изобрел Джой Карсон в 40-х годах. Тогда же начали показывать этот трюк. В то время это был самый популярный реквизит для иллюзионистов. Он набрал очень большую шумиху и был очень популярен. В данный момент многие иллюзионисты также используют этот реквизит. И я тоже советую вам приобрести его по ссылочке в описании. Сейчас я немножко вам покажу материал ткани, который используется в этом трюке. Она синтетическая и края ее хорошо обработаны. Вот такой вот елочкой. Но единственный момент, что эта елочка немножко мешает при работе во время эффекта левитации. Что касается самого шара, он достаточно легкий. Единственное, что мне не понравилось, это вот этот шов, который находится по середине шара. Но, в принципе, это видно только с близкого расстояния. Если работать с этим шаром, то издалека этого видно не будет. Так эта иллюзия считается сценической магией. И, как вы видите, если издалека я ее прокручиваю, то этой полоски не видно. Конечно же, этот трюк показывается на расстоянии 5-6 метров. Ну, опять же, все зависит от того, где вы будете выступать и какая площадка вам попадется. Основной секрет фокуса я раскрывать не буду. Обучений достаточно на YouTube каналах. Если вы приобретете этот реквизит, я с радостью вам расскажу, как им пользоваться и как необходимо его использовать. Поэтому после приобретения этого реквизита пишите мне в личное сообщение, я с радостью отвечу на все возникшие вопросы. Также, если вам интересны дополнительные эффекты и что еще можно сделать с зомби-шаром, регистрируйтесь в Академию иллюзионистов. Там есть достаточно информации для того, чтобы хорошо овладеть этим иллюзионом. Ну что ж, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!